Добрый день, друзья! Когда-то на канале меня увидели вот такого муравейчика. Значит, особенность его какая? Установлен мотоблочный двигатель по простейшей схеме. То есть шкивы, ремни. Вот здесь получается один ручеек большой, вот он, один ручеек маленький. Сзади, собственно, вот такой шкив. Прямой вал от этого шкива и висит звездочка. Простейшее управление за счет вот таких двух рычагов. То есть вот это рычаг первой передачи, вот это рычаг второй передачи. Вот такая вот примитивная схема. Однако, чем механизм проще, тем он надежнее. Ну, сегодня я ее привез вот новому счастливому обладателю. Для его цели этот аппарат подойдет. Но в наших деревенских чепелевских условиях схема не выжила, потому что требовалось ставить большие колеса. А соответственно большие колеса за один оборот проходят больше расстояния. И нагрузка увеличивается в первую очередь на ремень. Ремни начали гореть. А на родных колесах, ну, уже ни в лес не поедешь. Ну, когда в сравнении, понимаешь, когда на нашем мотороллере катаешься. И вот с родными колесами, конечно, это небо и земля. Дед, я еще крылья привезу. У меня крылья нужны мне. Ну, чтоб он, видишь, он закидывает. Я привезу, у меня есть их много. Прикручивается или? Да, они вот тут. Вот видишь, тут он заклепал, а так отсверлишь два отверстия. И крылышки. Я привезу. Вот. Такой аппарат. Сейчас мы на нем прокатимся. Ну, я так вот, чтобы память освежить. И в добрые руки мы отдаем этот аппарат. Ну, давайте заведем его. Дед, давай ты заводи. Значит, как я учил? Чтобы на нейтралочке он стоял. На нейтралке? Конечно, вот. Вот, цепь стоит. Ну давай, вожди. Это ты назад сейчас поедешь. Назад поедешь. Вперед опускай. О, зашла. Ну, дед первый раз на муравье, ну, поехал. То есть простота управления. Сейчас смотришь, перевернется, нет? Да, думаю, может, да, задает. Сейчас дед включит вторую. Ну, включился. Смотри. Страх потерял, да? Сгоняться надо. О, вторую. Вошла вторая. Ну что, друзья, органы управления здесь простейший. То есть кран топливный, подсос, газулька у него выведена здесь. Заводится он, как любой мотоблок, на подсосе, даже на горячий. Ага, вертушок забыл, глушилка. И тут же опускаем подсос. Для безопасности заводим его на нейтралке. Далее включаем режим. Надеюсь, все здесь органы управления видно. Сижу я чуть ниже, чем на обычном мотороллере. Сидушка пониже. Даем газу и выжимаем первую передачу. И мы поехали. Что прикольно, на моторе есть мощностной регулятор. Он не дает ему заглохнуть. То есть, видите, я еду даже без газа. Сейчас вот здесь место пошире, сманеврирую. Вот чувствуется, у двигателя есть нагрузочка, и он ее не скидывает, он ее добавляет. Ну что, газку. Можно без просто газа. Вторую. И мы, бля, летим.
подлетели к повороту. Вот я выжил первую передачу, по сути осадился ей. Вторая. То есть, видите, простейший механизм, он работает. Тормоза. Даже вот без газа пробуем тронуться. Видите, мотор добавляет мощенки. Только аккуратно приводим это все в действие. Даже вот вторую передачу. Видите, вторую передачу включил рано. Он на холостых поддерживает. Ну это вот прелесть как бы мотоблочки. Ну а что? Прикольно. Мне нравится вот эта простота. Конечно, он не справится там с такими нагрузками. Там крутящий момент до задних колес доходит очень маленький. Ну вот так вот по ровным дорожкам ездить пойдет. Чтобы ремни не горели. На родных колесах тоже пойдет. Вибрация большая. Ну, на мотоблочках она всегда чуть больше. Потом какой момент? Отсутствует полностью электрика. Ну, это есть моторы со всякими катушками освещения, но тогда вся суть теряется дешевизны. Вот. Простота, то есть здесь двигатели, то есть это вообще в системе ничего нет. Копеечный мотор, два ремня, шкивы, подшипники. Все, в принципе, обслуживается, все на базе заводских элементов. Да? Нет, дед, нормально. Ремнями запасешься, будет бегать. А там это какой? Но на нем маркировка есть. Я не знаю. Также все, реверс муравья остался. Все, вперед-назад он ездит. А ремни здесь одинаковые стоят или разные? Одинаковый. Ну, в общем, вот такой, друзья, аппарат. А шкивы-то разные? Ну, тут шкив просто двухскоростной. Он цельный, но двухскоростной. Ну, друзья, благодарю за внимание. Всего доброго, до новых встреч.